13 ошибок, о которых жалеют после постройки дома. У меня здесь пациент в виде каркасного дома. Он еще не достроен, поэтому мы все недочеты, которые есть по каркасу, мы обязательно в этом видео все увидим. Я вам их покажу. Самые главные тупости, которые люди совершают при постройке своего дома, я их оставил на потом, поэтому посмотрите видео до конца и погнали. Первую ошибку, которую люди совершают, это выбор места. В данном случае мы находимся в Латвии, здесь километров 30 до Риги. В принципе, место, ну, как бы шикарное место. Здесь озеро, до озера от дома буквально здесь 20 метров. И это очень хорошее место, но в таком месте вы будете дом строить для себя на эмоциях. Потому что если эмоционально вам это место нравится, вам в принципе ехать недалеко в город, если вам нужно куда-то выезжать, то чисто на эмоциях вы можете вложить сюда необходимые средства для того, чтобы дом этот построить. Если учитывать тот момент, что вы этот дом в принципе будете продавать, то калькуляция в данном случае будет немножко уже другая. И если учитывать расходы на строительство дома, это примерно 250 тысяч евро в текущих ценах, да, здесь там 157 метров, примерно по 1600 евро за квадратный метр, инвестиции в это строительство будет как минимум составить 250 тысяч евро. А окупаться этот дом должен. Есть простая формула. 100 арендных плат вам должно хватить на то, чтобы отбить эти инвестиции. В нашем случае что получается? Мы смотрим на букинге. В данном месте смотрим, что вот я открыл. В Латвии здесь мы находимся. Отельные комнаты 50 евро, 75, 58, 45, 109 есть, 115, 85. Большой дом побольше, уже со спа 486, двухкомнатный. И в нашем случае, для того, чтобы этот дом сдавать, за 70 евро в сутки, конечно, это неуместно, его как минимум за 200 нужно сдавать, но когда у тебя конкуренция кругом по 70 евро, то по факту получается 70 умножаем на 30, 2100 евро в месяц ты максимум можешь с него получать. В год это получается, если 2100 в месяц умножим на 12, получается 25 тысяч евро. Коэффициент загрузки оптимистичный, на отель это 0,6. Получается 15 тысяч евро в год мы можем получать с этого дома. А нам нужно, у нас 15 200 евро в год делить на 12, получается 1200. 1200 получается в среднем у нас в месячная аренда умножить на 100, и мы получаем 126 тысяч евро. 126 тысяч евро это 100 арендных плат, которые нужно нам погасить. А стоимость такого дома стоит 250, мы немножко в 2 раза проигрываем. Поэтому, когда вы собираетесь строить такой дом, посчитайте, сколько будет стоить его аренда, чтобы потом его было уместно продавать. Поэтому теперь, чтобы продать этот дом после того, как он вам, нужно будет найти такого маклера, который сможет эмоциональный фон покупателя довести до такого уровня, чтобы он заплатил в 2 раза выше, чем на самом деле такой дом стоит. Я только когда выезжал с объекта, заметил, что здесь есть отель 3-звездочный. И в принципе наш дом можно по цене аренды апартаментов сравнивать вот с этим отелем. И я сейчас сделаю еще раз, приеду домой, проверю и пересчитаем, во сколько мы ошиблись. В 2 раза или вообще не ошиблись. Теперь давай разберемся, а что у нас с материалом этого дома. Это каркасный, классический, даже это не классический деревянный каркас, это каркас сделан по технологии FabTech. Я тебе сейчас внимание обрати, как собраны балки. Видишь, это не просто столб деревянный, да? Это столб собранный, и ребра жесткости, видишь, они вот все таким образом собраны для того, чтобы нести высокую нагрузку. Мы можем распределять нагрузку по балке и делать большие пролеты. Здесь дом стоит в таком месте, что здесь рядом видишь, вот
высокий уклон, и для того, чтобы дом гармонично вписывался в пейзаж, сделали дом на высоких опорах, ну, чтобы он как бы не сидел низко на земле. Здесь высоко, мы сейчас выше поднимемся. С высоты смотреть на озеро гораздо приятнее, чем смотреть вот в кабинку, например, переодевальную, да, или там на пляж. А ты смотришь, у тебя большой горизонт. Здесь очень интересно это сделано. И что касается выбора материала. Выбор сделан деревянный каркас, и он весь сделан по этой технологии, собран по фабтечу. Вот это клееные балки, я тебе сейчас покажу. Здесь есть еще не собранные элементы конструкции. Вот они. То есть они на заводе собраны именно вот такими блоками, да. То есть это один блок, часть балки, она будет где-то закреплена. Вот где-то, честно говоря, не помню. Она, наверное, вот отсюда, вот она, вот из этого места она вытащена, да. Она здесь, во-первых, проклеена между собой, деревянные бруски проклеены и скручены на саморезах. Я вот здесь вот видео прикладываю, как такие фабтечи собираются. Очень интересная технология, она позволяет делать на деревянном каркасе большие пролеты. Вот, например, здесь видишь, я тебе сейчас покажу, как балкон, веранда нависает над землей. Вот она. Видишь? Вот таким образом на стандартном каркасе нужно было бы сделать здесь колонны. Да? Здесь колонны не будет. Это подпорки временные стоят вот эти, да. А будет, вот веранда будет нависать, будет и сделано. Вот из этого деревянного каркаса будет собрано. В принципе, можно было, конечно, дешевле обойтись металлокаркасом. Здесь собрать металлические столбы, поставить, закрепить на них уже там деревянный, сделать обвязку металлическую, закрепить сверху деревянный пол, ну и как бы уже дом, классический каркас собрать. И я думаю, что мы бы сэкономили значительно, но поскольку здесь производителю необходимо показать, как работает фабтечь, и это очень хороший демонстрационный образец получился, потому что если в дальнейшем мы будем эксплуатировать вот это дерево, которое было здесь на месте покрашено. Нет, подожди, это не на месте покрашено. Вот это дерево было на заводе покрашено. Вот этой покраски ничего не будет. Только если она начнет трещать. Вот сейчас будет лето, дерево начнет рассыхаться и начнет трещать. Где-то я видел, были трещины на дереве. Сейчас тебе покажу. Где-то я видел, уже были. Вот это дерево, нужно будет его защитить необходимой грунтовкой и сверху еще чем-то покрасить. И делать это нужно будет регулярно. Вот, видишь, вот здесь уже трещина появилась. Вот она. Вот трещинка появилась, вот трещинка появилась. Вот трещинка появилась. Вот, видишь, они. Если дерево начнет трещать, а оно начнет трещать, нам придется с какой-то регулярностью, раз в 3 года, это подкрашивать. С железом, с металлическим каркасом такого бы, конечно, не было. Поэтому в данном случае деревянный каркас очень эстетично, красиво выглядит, но будут нюансы, которые будут... Видишь, вот дерево трескается, да, и как ты его не крась, оно все равно будет трещать, и краска будет отслаиваться. А для того, чтобы восстановить ее, нужно будет отшкурить, заново прогрунтовать. Это такие вот работы, которые нужно будет 2-3 раза за 10 лет нужно будет провести. Какие породы дерева были взяты для строительства этого каркаса? Ну, значит, это стандартная европейская древесина Си-24. Вот здесь есть штампик где-нибудь или нет? Сейчас я найду вам тебе со штампиком. Си-24, 195 на 45 миллиметров. А вот она. Вот здесь видно тебе, нет? Вот, Си-24, я штампик приложу. Вот так.
Си-24 стандартная просушенная древесина, которая сохраняет свою геометрию и при соотношении цены и качества дает необходимую нам нагрузку, которую она может нести. А с помощью сборки балок в единые монолитные блоки, проклеенные и прокрученные, мы можем давать им более высокие нагрузки. Пойдем дальше, я тебе покажу, что у нас в доме внутри, что нужно будет делать по утеплению, как сделаны полы. Сейчас пока еще дом не готов и парадного входа нет. Вот здесь будет где-то, вот вход будет вот здесь сделан, вот он. Вот здесь будет вход, и я сейчас поднимусь и тебе покажу, что там внутри и как начали утеплять полы, по крайней мере. Я сейчас поднимусь, главное. Не знаю, каску я не стал брать, но я думаю, все будет хорошо. Смотри, дверь. Смотри, дверь сделана у нас на деревянном каркасе. Это деревянный каркас двери. 4-слойный стеклопакет. Видно тебе отсюда, нет? 4-слойный стеклопакет. То есть тройной стеклопакет. И сверху он еще покрыт еще один сверху каленым стеклом. Это, по-моему, 6 миллиметров стекло. В итоге дверь класса энергоэффективности А+. Она прозрачная и при этом очень теплая. Это очень хорошо. Это на самом деле выглядит дорого и стоит дорого, но при этом она очень эффективная. Полы. Таким же образом собраны полы. Это Фабтеч, опять же, тот же самый. Видишь, он прокрученный и проклеенный. И полы утеплены такой, это что-то вроде пенопластовых шариков, забыл, как называется, с цементной стяжкой. Достаточно легкий, но прочный материал, на который сверху можно укладывать либо цементно-стружечную плиту, либо просто заливать уже полусухую стяжку или сделать бетонное основание дальше уже с водяным полом. Здесь будет делаться водяное отопление, тепловой насос, воздух, вода, который будет отапливать весь дом через пол. Значит, и пошли дальше. Для установки окон у нас получилось раз окно раздвижное, 2 окно панорамное, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. У нас получается почти 10 панорамных окон, одно окно раздвижное. Это нам сильно экономит. Это вот так, вот это окошко открывается вот таким образом. Раздвижное окно, видишь, оно на алюминиевых рамах, очень качественно сделано, тоже деревянное. И на деревянной раме здесь 3-слойный стеклопакет, и это нам обеспечивает выход на веранду. Вот здесь я на веранде, честно говоря, я не уверен. А нет, здесь все уже прикручено, можно ходить, но я пойду лучше вовнутрь дома, там мне будет спокойней. И у нас мы значительно сэкономили вот на таких раздвижных окнах, потому что она практически в 2 раза дороже стоит, чем обычное панорамное остекление. Здесь раздвижные окна уже не потребовались, потому что отсюда выхода на улицу, слава богу, нет, потому что со 2-го этажа прыгать. Обратить внимание нужно, что как окно вставлено, да, как бы на направляющих. Здесь влагопарозащитная мембрана, она проклеена с 2 сторон, и дальше и влагозащита изнутри и пароизоляция снаружи будет приклеиваться вот к этому слою. Таким образом, никакая влага внутрь каркаса не попадет. За этим нужно следить обязательно. Видишь, и по всему периметру окна проклеены такой мембраной. Это нужно делать обязательно. Вот, инженеры. Если здесь видите какие-то недочеты, напишите обязательно об этом в комментариях, а мы исправим. И когда дом этот будет готов, я вам покажу. Я думаю, что вот эти соседи были просто счастливы, когда здесь на такой высоте появился вот этот дом. Да, это было для них большим сюрпризом, когда вот на этих опорах дом поднялся так высоко. Значит, смотри, по отделке, что здесь будет? Ну, здесь
панорамное остекление. Вот здесь я вот фотографию приложу. Здесь будет поставлен здесь камин. Вот это второй свет, он останется. Кровля будет утеплена минеральной ватой, и дальше уже будет стеновые панели под дерево, либо малазийская фанера, которая она вообще без сучков, выглядит идеально и выглядит очень классно и стоит гораздо дешевле, чем китайские стеновые панели. С ней будет это очень идеально смотреться. Вот сейчас видишь фотографии, мы здесь прикладываем. Значит, для поддержания климата, значит, теплый пол водяной, тепловой насос, к нему будет подключен воздух-воздух, здесь будет установлен камин для придания вау-эффекта, что ты, у тебя есть камин, ты смотришь на море, в смысле на озеро в данном случае, и восхищаешься видами своими, что деньги ты потратил на это дело не зря. Теплоизоляция, раз, два, три, четыре, пять, 250 миллиметров будет теплоизоляция, и по стенам 300 миллиметров по потолку. Таким образом, у дома будет теплоизоляция, энергоэффективность класса А, и обязательно в таком случае будет работать рекуператор, который будет поддерживать, будет свежий воздух, при этом без потери температуры. Вот это будет сделано обязательно. Теперь давай попробуем разобраться, сколько времени нам нужно для того, чтобы возвести вот такую коробку. Значит, смотри, здесь по полу площадь этого дома 157 квадратных метров. Вон там еще есть дополнительное техническое помещение, ну или как его чердачное можно использовать. Здесь санузел у вас, раз. Это вход. Здесь будет сделан шкаф. Это что-то вроде технического помещения. И здесь еще одна спальня со своим санузлом. Значит, так, ну давай я тебе покажу теперь, сколько времени у нас ушло на то, чтобы собрать такой дом. И сколько нужно учитывать, что времени на сборку каркасного дома много нужно или мало. Если ты делаешь дом из префаба, то на участке собирается делать это все достаточно быстро. Я тебе сейчас покажу, каким образом этот каркасник был собран. Значит, на заводе производятся вот такие крупноузловые элементы. Вот эта часть веранды, она будет вот сюда подставлена, да, для того, чтобы она держала вот эту веранду. Здесь еще будут сделаны стеклянные перила по периметру. И крупноузловыми элементами этот дом был сюда привезен. И ребята уже ручками и с помощью манипулятора поднимают эти балки, между собой скрепляют. И, собственно, дом, сам каркас собирается практически за неделю. Да? 3 человек, 2 на земле, 1 в манипуляторе, собирают этот каркас за неделю. И дальше уже идет установка окон. И вот они, витражное остекление, также манипулятором здесь поднимаются, выравниваются, вклеиваются окна, проклеиваются необходимые мембраны. И все, собственно, дом, для того, чтобы вот в таком виде он появился, его нужно практически всего 2 недели. Дальше уже идут этапы утепления каркаса, проклейки всего дома изнутри влагозащитой, снаружи влаговетрозащитой. И дальше уже у нас идет, нужно будет кровлю утеплить и как бы накрыть ее, мягкая кровля здесь будет использована. Фундамент в данном случае выбрали ленточный фундамент. Вот здесь будет ограждение невысокое сделано. И вот сюда будет въезд автомобиля. Я тебе сейчас вот фотографию прикладываю, визуализации, да, вот здесь сюда будет въезжать машина. Какая проблема возникла во время устройства фундамента? Все, ну, как бы ленточный фундамент сделан хорошо. Здесь вот эта фанера будет сниматься. Фундамент здесь утеплять не нужно, нужно будет сделать стяжку. И какая сложность возникла, сразу видно, что специалисты по обустройству по строительству деревянных каркасов делают, видишь, раз, куча бетона, которую нужно будет разбить. И вот вторая куча бетона,
немножко с калькулятором ошиблись, и получилось, что лишний бетон появился на стройплощадке. Да, и калькулятор работал немножко неправильно, поэтому лишний бетон. Вот такая сложность возникла во время заливки фундамента. Вот они практически везде. Да, и вот теперь, чтобы стяжку вытянуть, нужно будет его разбить, еще раз все утрамбовать и сверху заливать уже стяжку. Здесь можно будет установить, сюда можно будет лодку закатывать, и 2 автомобиля сюда легко встают, и даже, наверное, 3 при желании. Ну, как бы моих машин 3 штуки точно войдет. Изнутри, смотри, дальше пол будет здесь, естественно, подшит сайдингом, скорее всего. На фотографии я вот не помню. По дизайн-проекту здесь, наверное, будет сайдинг сделан. Подшит какими-то легкими панелями, потому что здесь тяжелые. Нет смысла делать исключительно, чтобы защитить дерево и декоративную функцию нести, сделано освещение. И, в принципе, уже дом можно будет эксплуатировать. На чем можно было сэкономить во время строительства этого дома? Но, во-первых, его можно было здесь не строить. А если строить, то строить красиво. И поэтому здесь, конечно, не пожалели ничего. Да? То есть он, во-первых, он строго по технологии. И, во-вторых, как демонстрационный образец от производителя, он просто будет после отделки выглядеть идеально. И здесь можно было сэкономить, как я уже говорил, поставить металлические столбы, на которых будет висеть этот дом, но эстетически это будет не так, да. И технология FabTech, которую мы в данном случае показываем, она, конечно, таким образом показана не будет, потому что когда весь этот каркас будет зашит и будет выполнена отделка, то не будет возможности понять, каким образом этот каркас работает. И, например, в таких странах, как вот в Финляндии, где-нибудь за полярным кругом, и в Норвегии, где большие возможности, здесь есть много земли с большим уклоном, вот эта FabTech-технология очень хорошо работает, потому что она имеет очень качественную, она несет большие нагрузки, она на скручивание, на растяжение. Этот дом ни в коем случае перекашиваться не будет, даже если его устанавливать чисто из дерева, устанавливать на пологих склонах, и эта технология будет работать, и поэтому именно здесь никакой экономии не было. Будет видео, когда этот дом закончим, я обязательно сделаю полный обзор дизайна интерьеров, пообщаемся с архитектором, который этот дом проектировал. Что ставьте лайки, подписывайтесь на канал, скоро увидимся.